Reagan was a big believer in delegating authority to everyone around him. I'm just trying to make that example because it's another way of living. Нужно две задачи решить. Найти правильных людей и делегировать им полномочия. Well, it seems to me you're doing it the hard way. Ну, может быть. Тем не менее, я это понимаю и стараюсь сделать именно так. Только у нас разница большая. Рейган все-таки возглавлял Соединенные Штаты. Как бы там ни было, какие бы ни были сложности и проблемы, все-таки они были несопоставимы с сложностями и проблемами, которые переживала Россия в конце 99-го, в 2000 году. Well, Reagan would disagree. He would say the country America was broke and that it needed to be fixed, and it was morning in America again, and it was his job to bring in positive energy to America. And he did a pretty good job of making that feeling. It's a feeling, it's an illusion. Быть на грани банкротства и быть банкротом – это все-таки разные вещи. Well, actually, some people would argue that Reagan made America more broke because the debt grew enormously. Ну, конечно, сегодня сколько там? 18 триллионов. I forgot. Да, 18 триллионов долларов. А в России 12% ВВП, да? Да. 18 trillion US, да. And about 1 trillion Russia. Важно, доля ВВП в Штатах это, по-моему, в районе 100%. У нас долговая нагрузка минимальная, 12-13%, и при этом достаточно высокий уровень резервов. 360 миллиардов долларов – это резервы Центрального банка. И еще у правительства два резервных фонда. 80 миллиардов долларов и 70 миллиардов долларов. Из которых мы и финансируем вот этот небольшой объем дефицита. The food prices went up 20% in 2015, and inflation was running at 13%. 12,9%. 12.9%. Okay. What is the Russian central bank about? What is that doing? Центральный банк проводит очень взвешенную монетарную политику, и это находит понимание и поддержку у международных финансовых организаций, в том числе со стороны МВФ. I thought you had nothing outstanding. You had no debts to the IMF, I'm told. Не было. Мы сейчас говорим не о долговых обязательствах. Кстати говоря, Россия погасила не только свой долг перед МВФ, но и долги всех бывших республик Советского Союза. В том числе, скажем, долг Украины в размере 16 миллиардов долларов. А о кредитно-денежной политике мы в контакте с госпожой Лагард, с другими коллегами из МВФ. Мы их информируем о том, что мы делаем, слушаем их рекомендации. Вот. И мне хорошо известно, как руководство МВФ оценивает политику Центрального банка России. Оценивают положительно. You still talk as if the IMF is a partner of Russia. You act as if Wall Street wants Russia to succeed, and I question that. And I would ask you, is Wall Street actively working to destroy the Russian economy in the interest of the United States? Я не говорю сейчас про Уолл-стрит. Да, значит, если мы будем говорить про администрацию Соединенных Штатов, то администрация, безусловно, воспринимает, особенно в последнее время, Россию как конкурента. Это тронный зал. That is the throne room. That is the throne of the Tsar and the throne for the Tsarina and also for the Dowager Empress. Yeah. You know, they say you want to be czar. This is, you're the new czar. This is all, they put magazine covers out there. You laugh, right? Им, видимо, это нравится, поэтому они об этом говорят. Probably they like that, and that's why they say that. Не могут избавиться от этих стереотипов России. They cannot get rid of these old stereotypes. But you allowed Charlie Rose to make a point. He said, you have all the power. You can do what you want. He made that very clear. And then, because that's the way many Americans think, that there's no system here. And you didn't correct him. Вопрос не в том, чтобы иметь много власти. Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть, распорядиться правильно. Well, then you should shoot the interpreter too, because
Was it you? No, I don't think he understood the question that Rose was leading him to. In other words, in English, it sounded like he was the czar, and he took it for granted that he was czar. Some have called you a czar. Ну что? Меня So what? по-разному называют. You know, people call me different names. У нас, знаете, как Does говорят, the name fit? Ну, он пытается с ним, видимо, полемизировать, но в мои планы это не входит с ним полемизировать. Do you ever lose it? He says, you're so rational on every time you're asked a question. Do you ever, like, have a day, like a bad day? Is that right? Я же не женщина, у меня плохих дней. I'm not a woman, so I don't have bad days. There you go. Now you're going to insult 50% of the American public. The way they're going to take it. Я никого не оскорбляю. I'm not trying to insult anyone. Природа такая. That's just nature of things. So a woman to you tends to be more emotional. You don't want to have your emotions ever cut in and control your reasoning. Ну, есть определенные природные циклы. Well, there are certain natural cycles. Наверное, у мужчин они тоже есть, но они менее выражены. Мы же все люди, поэтому это нормально. Но терять контроль